вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам 10 мест на Земле невозможных с научной точки зрения. Погнали! Двойное дерево. Сначала перенесемся в Италию, а именно в Пьемонт, ведь именно там растет самое необычное дерево страны, а возможно и всей Европы. Как по мне, это выглядит действительно очень необычно. На самом деле это два дерева. Сверху растет вполне стандартное дерево вишни. Оно цветет весной и дает плоды летом. Единственное отличие: его корни уходят не напрямую в землю, а проходят сквозь ствол нижнего дерева. Второе дерево, шелковица, представляет собой дерево с широким стволом и раскидистой, как бы обрезанной кроной, в центре которой возвышается вишня. Ствол шелковицы полый внутри, поэтому в нем благополучно разместилась вишня. Благодаря такому необычному строению дерево стало настоящей достопримечательностью. Но лично меня больше всего удивляет тот факт, что оба растения достигли достаточно больших размеров, раскинув ветви на 5 метров, и долгое время гармонично уживаются вместе. Вулкан Каваиджин. Прошлое место было необычным, но оно не сравнится с единственным в мире вулканом с синей лавой. Это чудо находится на острове Ява, и здесь происходит очень необычное природное явление – выход на поверхность вулканических газов синего цвета. Такое явление объясняется возгоранием сероводорода с температурой 600 градусов по Цельсию, что и является причиной такого цвета. Свечение слабое, поэтому пламя можно заметить только ночью. Часть газа конденсируется и образуются лактиты из чистой серы, которую также добывают местные жители и предлагают в виде сувениров туристам. Гора Ватавара. Гора Ватавара является одной из наивысших точек Карелии. Гора и окружающая ее территория представляют собой весьма жуткое зрелище. Сухие искривленные деревья и каменные глыбы причудливой формы, абсолютное большинство которых это окатанные валуны. В некоторых случаях крупные валуны находятся в оригинальном положении. Впервые об этих каменных скоплениях, как об искусственных сооружениях, сообщили в конце 1970-х годов. В начале 1990-х на горе провела обследование небольшая группа археологов, которые сделали вывод об их культурном предназначении и принадлежности к культуре древних саамов. Вышедший вслед за этим ряд публикаций в прессе вызвал интерес к Ватаваре, причем не только со стороны археологов, но и представителей мистических и квазинаучных течений. Между тем, в научных кругах мнение о рукотворности рассматриваемых групп камней не получило широкого распространения. Некоторые ученые считают, что их можно разделить на каменные скопления естественного сложения, а также новоделы последнего времени, сооруженные для мистификации или просто на память о посещении горы. При этом исследователи указывают, что синхронные поселения каменного века в окрестностях горы или какие-либо другие материальные следы древнего саамского населения в настоящее время неизвестны. В августе 2011 года постановлением правительства Республики Карелия комплекс горы Ватавара был объявлен ландшафтным памятником природы. Охраняемая территория занимает площадь более 1500 гектаров. В нее входит сама гора и прилегающая к ней местность. Источник — окаменелый колодец. В Великобритании есть диковинный источник воды, но вот что интересно: вода из него превращает предметы в камень, то есть реально в камень. Вот несколько фотографий оттуда. Раньше это считалось колдовством, и люди верили, что коснувшись воды станут истуканами. Но теперь ученые выяснили, что предметы просто покрываются каменистой оболочкой из-за минералов, которых так много в воде, поэтому ее строго-настрого запрещено пить. Железная колонна в Дели. Это необычная колонна, полностью сделанная из железа, находится в городе Дели. Думаю, нужно сразу сказать, что ее возраст превышает 1500 лет, но несмотря на это, на ее поверхности не обнаружено следов ржавчины, как это часто бывает с изделиями из железа, находящимися на открытом воздухе и не покрытыми антикоррозионными составами. Железная колонна в Дели имеет высоту 7 метров и практически на 100% состоит из чистого железа. Подробнейший анализ состава, проведенный индийскими специалистами, показал лишь незначительное содержание в ней никеля и фосфора. Эта колонна имеет очень интересную историю. Дело в том, что она не всегда находилась в Дели, на территории комплекса Кутб-Минар, а была перевезена туда из города Матхура, но вот точная дата этого события неизвестна. Предположительно, это произошло в 11-13 веках. Считается, что железная колонна была сооружена в 415 году в честь Чандрагупты II, величайшего правителя государства гуптов, которое существовало на территории современной Индии. Изначально на вершине железной колонны находилась скульптура птицы, но к настоящему моменту колонна лишилась своего украшения. Гора Рорайма. Гора Рорайма – настоящее чудо природы в Южной Америке.
Из-за того, что гора имеет плоскую вершину и довольно крутые склоны, ее часто называют «столовая гора» или точкой другого измерения с затерянным миром. Очевидцы, которые смогли ее покорить, рассказывают, что на горе растут невиданные растения, водятся странные животные и случаются необъяснимые вещи, галлюцинации и провалы в памяти. Над Рораймой почти постоянно висит большое белоснежное облако. У некоторых может возникнуть вопрос: а откуда вода на Рорайме? На горе часто обнаруживают обугленные деревья, что дает понять, гора притягивает грозовые тучи и молнии. И это достаточно частое явление в этих местах. Изобилие осадков, озера постоянно пополняются водой, которая мощным потоком срывается с высоких скал. Это и есть тайное происхождение водопадов. Более того, вы сами можете добраться до горы Рорайма. Самый простой способ попасть на Рорайму – выбрать тур в одну из многочисленных фирм в Санта-Элине. Группы выходят несколько раз в неделю, поэтому у каждого есть шанс. Мост Рамы. Мост Рамы или Адамов мост – это вереница отмелей и островков протяженностью 48 километров в Индийском океане между Индией и Шри-Ланкой. Ученым до сих пор не удается найти конкретных доказательств происхождения подводной отмели, которая соединяет крайние точки Индии и Шри-Ланки. На древних картах мост вполне реален и возвышается над водой. Сегодня же это скорее неровная коса, которую омывают морские волны. Двигаться по ней довольно опасно из-за течений, но желающие это сделать есть. Легенда гласит, что мост строили солдаты Ханумана, армия бога Рамы, огромные полуобезьяны полулюди. Интересен тот факт, что когда отмель пытались разрушить, чтобы освободить проход для судов, началась просто мистика. Гибли люди и ломалась техника. С тех пор отмель оставили в покое, и лишь природа может решать, существовать мосту Рамы или скрыться под водой окончательно. Зеркальное озеро Боливии. Салончакуюни в Боливии – это самое большое высохшее озеро в мире. Его блеск и мерцание настолько ярко, что без солнцезащитных очков здесь не обойтись. В сезон дождей, а именно с ноября по март, озеро Уюни превращается в огромное зеркало. Из-за отражения совершенно непонятно, где же находится горизонт. Позже, когда озеро подсыхает, происходит своеобразное извержение воды, из-за чего образуются небольшие вулканы в виде конуса. Когда огромный солончак покрывается небольшим слоем воды, возникает воистину фантастическое зрелище. Бескрайняя зеркальная поверхность, в которую отражаются облака и все находящееся на поверхности. Люди, машины, небольшие сооружения и так далее. Солончак вообще как будто живет своей жизнью, привлекая внимание ученых и многочисленных туристов. Дыра дьявола. В самом засушливом штате Америки, Неваде, имеется очень необычный природный объект. Так называемая дыра дьявола. Дыра представляет собой огромный провал в земле, образовавшийся по тем же причинам, по которым возникают подобные дыры в океане. Однако глубина провала весьма впечатляет. Отвесные стенки дыры дьявола уходят вниз на 120 метров. Ученые выдвинули гипотезу, что своим появлением дыра обязана щели между двумя тектоническими плитами. Однако на самом деле дыра дьявола больше напоминает на бесформенный провал, а кимберлитовую трубку – геологическое образование, возникающее при прорыве раскаленных газов сквозь земную кору. Внизу любопытных исследователей ждет вовсе не земная твердь. Основной объем дыры занимает подземное озеро, ни глубину, ни протяженность которого никто пока точно не измерил. А загадкой является и то, что кальциевые образования, находящиеся в воде подземного озера, в большом количестве содержат смертельный для всего живого дейтерий, так называемый тяжелый водород. Это изотоп водорода, который применяют для производства ядерных зарядов и управляемого термоядерного синтеза. В природе его содержание ничтожно, и получать дейтерий искусственным путем. Дыра – не что иное, как вход в преисподнюю. Имеются даже очевидцы, которые клянутся, что из дыры периодически доносятся нечеловеческие звуки, а также появляется и сам дьявол, для того, чтобы обстряпывать в мире людей свои грязные делишки. Внеземное шоссе. В этом месте нет синей лавы или мистических мостов. Зато многие путешественники, которые здесь побывали, сообщают о наблюдениях НЛО и других странных инопланетных действиях вдоль этой дороги. Такие истории побудили штат официально обозначить маршрут как внеземное шоссе в 1996 году. Небольшой городок Рэйчел, расположенный недалеко от середины шоссе, обслуживает туристов, геокэшеров и искателей НЛО с бизнесом, посвященным инопланетянам. Хотя этот район привлекает туристов из-за предполагаемой внеземной активности, маршрут 370 остается малоизвестным. Кстати, совсем недалеко от этого места расположена сверхсекретная правительственная база Зоны 51. Несмотря на туризм, созданный людьми, ищущими признаки инопланетной жизни,
Только в среднем около 200 автомобилей проезжает какую-то часть неземного шоссе каждый день, что делает его одним из наименее посещаемых маршрутов в штате. В какое из этих мест вы бы хотели отправиться лично? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.